И снова здравствуйте, говорю я вам, мои дорогие друзья. Сегодня я подготовила для вас новый выпуск по Видеоленд, где поделюсь с вами самыми последними новостями и обновлениями, а также продемонстрирую вам бета-версию игры, о которой я уже упоминала в своих предыдущих выпусках. Так что устраивайтесь поудобнее, выпуск обещает быть не только занимательным, но и крайне полезным. И для начала я предлагаю нам немного вернуться к истокам самой игры, которые берут свое начало в 2130 году, когда на Земле существует серьезное загрязнение окружающей среды, ресурсы на исходе, а людям угрожает нехватка продовольствия и энергии, в результате чего группа ученых решает запустить свой проект Види по поиску жизни в космосе и находит там новую, пригодную для жизни, очень похожую на Землю, зелено-голубую Луну, на которую и решаются отправиться люди с уникальной миссией. Но, к сожалению, во время посадки их корабль получает серьезные повреждения из-за геомагнитных бурь, в результате чего экипаж теряет часть своего продовольствия, энергию и связь с наземными радарами. И теперь у них есть всего лишь только один вариант развития событий, а именно создать свою собственную пищевую энергетическую систему на новой планете, которую они назвали Видеоленд, о которой более подробно мы сейчас с вами и поговорим. И для этого перейдем в бета-версию самой игры, которая встречает нас сразу своим красочным дизайном. Стоит отметить, что в будущем после запуска основной игры, а запуск, кстати, намечен на конец января текущего года, игрок после создания своей учетной записи получит одну сельскохозяйственную землю и 3 персонажей по умолчанию, собственно которых мы сейчас и видим на появившейся карте. Скажу сразу, что эти персонажи не NFT, и, как правило, они соответствуют 3 ключевым профессиям, необходимым вам для начала игры, а именно фермер, заводчик и повар. Как видите, в самом начале игры система помогает нам разобраться, что к чему, и понять порядок действий, необходимый нам для развития в этой игре. Что лично меня крайне радует, так как, согласитесь, удобно получить на начальном этапе помощь, чтобы впоследствии лучше разобраться, что здесь происходит и как с этим всем взаимодействовать. При этом, как видите, на первых уровнях все действия по получению ресурсов происходят очень быстро. Знаю, быть может кто-то скажет, что эта игра очень похожа на всем знакомую ферму, отчасти быть может и да, но не стоит забывать, что Видеоленд – это децентрализованная Play-to-Earn игра, которая включает в себя еще и NFT, приобретать которые вы легко сможете за имеющиеся у вас на балансе токены VD. Кстати, напомню, что всего в игре будет 6 разных типов земель, среди которых вы найдете не только сельскохозяйственные земли, пустыни, леса, но и даже водные и вулканические земли, выбрать и исследовать которые вы можете абсолютно рандомно. Кстати, отмечу, что земли имеют еще и уровни редкости, которых всего 5, а именно обычный, необычный, редкий, эпический и легендарный. Более того, каждая земля имеет ограниченную площадь 16 на 10 квадратов, что по сути не так уж и много, учитывая тот факт, что именно Земля определяет тип посевных культур. И еще, владея землей, вы как игрок можете начать на ней строительство любого типа здания, будь то ферма, животноводческая ферма, пекарня и так далее. Но, как вы уже заметили, ни одно направление не может обойтись без специального персонажа, который будет соответствовать тому или иному направлению деятельности. А значит, со временем вам понадобятся дополнительные персонажи, которых вы также сможете себе приобрести за имеющиеся у вас на балансе токены VD. При этом, как видите, на карточке каждого персонажа написано, к какому уровню он принадлежит – легендаре, эпик и так далее. Мы видим его уникальный внешний вид, профессию, рабочую силу, ну и, конечно же, стоимость. А для удобства вы можете нажать еще и на карточку и посмотреть по данному NFT дополнительную информацию. Также для удобства на сайте доступна еще и сортировка по категориям, где вы можете из общего списка выбрать какую-то конкретную, необходимую вам профессию персонажа. При этом чем выше его редкость, тем больше его производительность, удача и скорость создания специальных предметов. Так что имейте это в виду. Возвращаясь же к игре, мы видим, что мой урожай частично поспел, и я могу его собрать, чтобы посадить еще больше пшеницы, который, кто уже возможно заметил, из одного расходанного зерна дает 2 в виде урожая. Зайдем на ферму и увидим, что молоко у нас ожидается еще не скоро, поэтому, чтобы увеличить свою производительность, я докуплю себе еще 3 коровы, дам им зерна и пойду дальше.
так как на моей сельскохозяйственной земле есть еще и пекарня, где я могу испечь хлеб. Создаю задание и пока жду его реализации, пройдусь по доступным вкладкам игры, где нас ждут и ордера повышения нашей экспертности, которые нам необходимо выполнять для достижения указанных задач, закрывая тем самым один уровень за другим, выполняя несложный ряд интересных занятий, которые позволяют по итогу зарабатывать игрокам деньги, представленные в виде токенов VD и VCO. И это при том, что я напомню, сама игра является для всех игроков совершенно бесплатной. Не знаю, как вам, ребята, а мне все это уже очень нравится. Да и нравится все это не только мне, но и многим другим партнерам Videoland, которых, как вы видите, игра насчитывает весьма приличное количество. И это при том, что игра только находится в преддверии своего официального запуска, который, я напомню, назначен на 22 января 2022 года. Боюсь представить, что же будет с ней потом. А пока, дорогие друзья, рада буду вам объявить о текущих событиях, принять участие в которых может абсолютно каждый из вас, ведь связаны они с воспоминаниями о Videoland. Да, конкурс и вправду посвящен воспоминаниям и чувствам, поделиться с которыми можете вы, чтобы получить довольно-таки приятное вознаграждение. Для этого вам необходимо до 20 января 2022 года подписаться на указанные соцсети, а также создать изображение о Videoland или же видеозапись, фотосъемку в игре, выражающую ваши чувства о Videoland. Для этого вы можете воспользоваться как имеющимся дизайном и материалами Videoland, так и создать свои, посвященные Videoland материалы в соответствии с вашим воображением. Самое главное, чтобы ваше творчество отвечало на вопросы, почему вы решили поддержать игру, какие памятные воспоминания у вас случились, и перечислите хотя бы 3 вещи, которые вам больше всего нравятся в Videoland. Далее же все, что вам нужно, так это разместить свою запись в любой из доступных соцсетей, после чего команда оценит активность под вашими записями и выберет 5 самых отличившихся счастливчиков, среди которых и разыграет призовой пул вознаграждений. Так что, дорогие друзья, не теряйте время зря, а скорее переходите по ссылкам и знакомьтесь с Videoland, если вы это еще не сделали. И участвуйте в конкурсе, так как уверен, лишними сокровища игры и токены не будут никогда. А пока искренне благодарю вас за просмотр и прощаюсь с вами до завтра.